Завариваем сегодня ябао, так что одевайте самые свои свободные штаны и будем пить. Будем пить и пробовать. Сегодня пьем ябао поздней сборки, так я скажу. Чем отличается поздняя сборка от ранней? Вот здесь у меня поздняя. Можете сравнить. Так, давайте вот эти возьмем. Ну вот, допустим, да, вариант. Вот это такой расщепленный в разные стороны, почка расщепленная, раскрытая, да, это поздний. Вот это более такая сжатая, такая вытянутая, красивая, да, это более ранний. Это я вам просто в сравнении показала. Вот смотрите еще раз. Это у нас здесь поздний урожай. Прежде чем пробовать, заваривать и так далее, хочу еще сейчас сделать акцент на посуде. Будем это делать в гайване, потому что я считаю, что в глиняных горшках ябао застревает. То есть вкус, ароматика, она застревает в этих глиняных горшках. Его я люблю, это мой такой опыт, да, это мое мнение, можете с ним не соглашаться. Я это делаю в гайване, либо в стеклянном чайнике. Но в гайване мне больше нравится. И не всякая гайвань может сюда подойти. Сейчас объясню почему. Смотрите, вот две гайвани. Да, форма вот этой прекрасной, фарфоровой, тоненькой гайваньки. Она как бочонок. Видите, как бы бочонок, более такая скругленная, с такими краями, да, оттянутыми. Все хорошо, но для легких и тонких чаев, а ябао это белый чай, он нежный, он ароматный, и вот эта вот ароматика, она быстро улетучивается, скажем так, да, грубо говоря. Для нее, для таких чаев, больше подойдет вытянутая форма, не бочкообразная, а вытянутая форма. Почему? Потому что тогда сама почка оседает, и аромат, да, поднимается вверх, да, и остается вот тут. То есть он вытягивается. Чем выше ваша гайванька, уже, да, и выше, тем будет лучше. Просто у меня такой более подходящий не нашлось. Но вот это будет в самый раз. Все, это мы убираем. Прогреем посуду. Видите, стаканчик, чашка у меня тоже такая вытянутая, чтобы мне расчувствовать этот ускользающий, быстро ускользающий аромат. Этот ябао нам пришел на пробу от другого поставщика. Мы его еще не изучили, так что сегодня будем с вами пробовать первый раз. Сухая почка не дает такого, знаете, яркого какого-то насыщенного запаха, да, аромата. Вот я сейчас сделала на нее туда в ладошку, как сказать, в этот выдох и попробовала на ароматику. Появляется фруктовость, раскрывается нотка вот эта фруктовая, где уже чувствуется слива для меня, такая печеная слива. Что такое, пока не понимаю. Ну, давайте попробуем заварить. Сейчас попробую на ароматику, на запах в чашке.
Здесь пошла уже, знаете, как травянистость и некая такая медовость, что ли. Ну что, погнали? Давайте будем заваривать. Заварку я делаю по... Видите, как наливаю по оболочке. То есть я не лью прям в центр. Это такая техника, запомните ее. Давайте быстро сольем. Техника такая для того, чтобы наш с вами лист, особенно такие быстро завариваемые, да, белые сорта, зеленые сорта, не теряли свои, не приобретали излишнюю терпкость и раскрывали полноценно вот эту свою ароматику. Ну что, погнали нюхать? Да. Вот теперь ощущение полноценного ябао, который я люблю. Есть нотки бани, нота ананаса, нотка какой-то вишни, наверное. Возможно, даже имбирность какая-то присутствует. И сладости стало намного меньше, чем было в сухом, когда я нюхала, да, в сухом листе, в сухой почке. И я не знаю, кажется, как будто бы немножко он сейчас будет горький, терпкий, не горький, терпкий. Это как, знаете, как можно еще понимать, хотите ли вы этот чай или нет. Представьте его в качестве собеседника. Если терпкость, вообще для любого чая, абсолютно для любого сорта, для китайского чая, терпкость это норма. Потому что без терпкости, ну просто чайный лист не, ну, короче, запомните, да, не раскрывается. И ваш собеседник, если эту терпкость только нагоняет, первое, вы переварили чай, да, особенно зеленый, либо белый. И второе, нахрена вам такой собеседник, да, если он только показывает нежелание с вами дружить. Вот, так что давайте еще раз. Ну, хорошо, почки прекрасно себя чувствуют. Воду я взяла температурой 83, но пока мы с вами здесь болтали, скорее всего, она уже даже немножко подостыла, поэтому я не боюсь терпкости вообще для первых каких-то проб другого сорта, другого там вида, да, ябао и так далее, любого чая, даже не любого, ну да, пусть будет так, светлых оттенков. Я люблю покрепче, чтобы я могла понять, насколько он будет меняться. Почки пуховые, поэтому здесь мы можем посмотреть и увидеть, что они еще не тонут. То есть первый пролив, да, смывка была, и они не тонут. Второй пролив, ну, грубо говоря, да. И это нормально, потому что они все пушистые. Дадим еще немножко постоять, и, наверное, я начну пробовать. Вот сейчас появляется еще больше ощущение, что он у меня будет такой терпко-ядреный. Нет, я ошиблась. Терпкости как раз-таки здесь минимально. Луговые цветы. Послевкусие с первой проливки слабоватое. Медовости, сладости тоже мало. Вот сейчас пошла уже такая терпкость, которая
которая дает то самое сладкое послевкусие и даже раскрытие еще большей палитры абрикос я почувствовала. Вот эта слива, печеная слива, очень хорошо как-то перекатилась, что ли. Не бойтесь пробовать почавкивать чай, если для вас он тем более вкусный. Хорошо открывается. Хорошо открывается и появляется древесность. Появление древесности — это как для меня лично дает некий такой каркас, когда чай становится вот этим вот чай, вкус, запах, да, становится единым вот этим вот, ну, как мыльным пузырьком, да, где вот там в мыльном пузырьке, вот как во рту, да, сосредоточена вот это перелив и фруктовости, и сладости, перетекает в древесность, и вот это лопается пузырек, и все это проявляется как какая-то некая волна. Цвет настоя очень нежный, очень тонкий. Вот сейчас очень хорошо лично для меня вот эта маслянистость, как будто, знаете, вот древесность раскрывается в какую-то даже то ли сосну, то ли что-то такое. Очень хороший вкус. Не потерялся запах, и вкус раскрывается, как, знаете, как по графику. Даже давайте нарисуем. Наверное, вот так было. То есть сначала в точке, когда только начала пробовать, не было раскрытия ни сладости, да, то есть мы пошли вот так, потихоньку, медленно-медленно, и дальше уже на какой-то стадии, когда вот эта древесность пошла сосна, и вот этот вот купол образовался, да, вот это вот сгущение аромата, когда пошло, вот этот пик самый, прекрасно. Сейчас посмотрю еще, сколько будет держаться, сколько проливов, хотя, в принципе, здесь уже не важно, сколько проливов. Рекомендация моя: если вы нащупали свой пролив, 3-й, там, 4-й, который вам очень понравился и зацепился, вот делайте именно так. Все, достаточно. Не идите дальше, 5-й, 6-й и так далее. Чизкейк есть. Легкий карамельный, чуть-чуть есть такой вкус. Миндаль, что ли. Большой спектр. Ябао представляет из себя спектр вкуса. Что мне сейчас понравилось? Что когда знакомимся с чаем, с любым чаем абсолютно, мы сначала воспринимаем его на запах. Запах нам начинает подключать нейронку, и воображение работает, да, левое полушарие. Такое творческое начало, да, мы начинаем представлять, что для нас этот запах либо ассоциируется с чем-то, либо сразу какие-то образы, изображения, картинки возникают в голове. Только потом возвращается все к рецепторам языка, и там уже какое-то у нас идет тоже вкусовое уже соотношение. И только потом, когда мы уже пробуем на вкус, мы можем понять: ага, вот здесь был только прекрасный аромат, а вкус становится не такой яркий. Либо наоборот, да, вот как сейчас у меня получилось, был не яркий такой аромат,
Но сам вкус чая обалдеть. Обалдеть. И, друзья, делитесь всегда вкусным чаем со своими духами чайными. У меня здесь двуликий. Сейчас я его пролью и посмотрим, как он. Почему он двуликий? С одной стороны у него рожа дьявола, а с другой стороны он более-менее приятный. Мне нравится с метафизической точки зрения именно этот чайный дух, я его люблю. Люблю с ним проводить время, особенно когда делается медитативная такая практика на выгрузку мыслей, да, эмоций и так далее. Вот. Так что давайте заливать еще следующую проливку. Я хочу сделать крепче. Я пойду поставлю воду, сделаю температуру чуть-чуть погорячее. Так, ну что, давайте заливаем. Сейчас я сделала более горячую, 90 градусов. Тут летает. Кстати, можем еще посмотреть и увидеть, что... Смотрите. Так, чтобы не обжечься. Сама почка стала темного цвета. По сравнению, да, с той, какая она была. Вот светлая почка. То здесь она, естественно, приобретает такой уже цвет темнее. Ну что, давайте еще следующую проливку, следующий вкус. Сейчас немножко пока будет остывать. Так, смотрите, давайте я пока резюмирую. Хочу, чтобы прям хорошо прогрелось, как я уже говорила. Хочу прочувствовать терпкость этого чая. Древесная нотка ощущается клево. Сладковатость только усилилась. Терпкости, которая противная, как я уже говорила, да, противный собеседник, нет, все окей. Сегодня у нас с вами приятный собеседник. Меня устраивает. Давайте резюмируем. Завариваем ябао в гайване, либо в стекле. Гайвань берем более высокую, для того, чтобы ароматика сохранилась, да? То есть мы с вами могли прочувствовать вкус и запах, чтобы это все было комфортно. Чашечку берем точно так же. Чем длиннее, тем лучше. Выше, я имею в виду. Следующее. Засыпаем граммовку. Давайте так. Я не придерживаюсь того, чтобы на весы ставить, отсыпать. Делайте все на свой вкус. На вкус и цвет, товарищи, нет. Не попробуешь, не узнаешь, какова твоя доза. Рекомендации всегда есть. Но, смотрите, да, вот у меня есть ладошка. Вот моя маленькая ладошка, для меня это достаточно. Все, отлично. Не с горкой, да, оно как бы прикрыто по горизонтали. Все, это моя доза и норма. Дальше чашку сначала прогрели. Прогрели, снова понюхали в обязательном порядке. Тогда вы больше для себя уловите ароматику. Тем более, друзья, так как у нас еще и метафизика тут в действии, я за то, чтобы мы с вами включали нейронку всегда. Это, во-первых, говорит о том, что мы с вами тренируем переднепоясную кору, и не только, да, подключая вот этот вот контакт, да, с тем, что мы нюхаем, пробуем и так далее. И плюс мы с вами продлеваем себе долголетие и отодвигаем Альцгеймера. Да? Все, точка. Дальше. Погрели, понюхали, отлично, зафиксировали. И самый приятный момент, естественно, заливаем. Заливаем, я уже сказала как. Кстати, есть, найдите на канале Shorts, я там говорю
о проливе, то есть как заливается вода и какой нам дает эффект, если мы так заливаем, то есть по-разному. Заливаем мы на стенке, все, на сам лист не льем. Отлично, смыли тут же, промыли, дали чуть-чуть постоять, снова и пробуем, снова и пробуем. Улавливайте все те нотки, которые у вас всплывали в самом начале. На сегодня у меня в начале, еще раз, да, резюме, было ощущение, что ябао будет терпкий. Раскрытие пошло медленно, но очень круто, потому что я для себя ощутила некий прилив или разлив, да, вот эта волна пошла, когда меняется вкус, меняется. Это очень круто, потому что ощущение меняется в теле. Окей? И дальше мы смотрим, сколько это выдерживает проливок. Когда вот этот вот ваш кайф закончится и так далее. То есть у меня не закончился, я еще могу пить и пить, чего я вам желаю. Все, да, давайте, пока.